Итак, я хочу вам рассказать про очень интересный ресурс, который я, как я вам говорил, нашел до этого сам и додумывался оттуда покупать музыку. У меня были такие критерии, чтобы музыка была бы форматов FLAC, MQL и DSD, никаких MP3, чтобы можно было, был бы режим поиска, как вот он есть на этом ресурсе. Я нашел такой ресурс, называется Pro Studio Master. И честно вам скажу, даже не знаю, как я его нашел. Мне кажется, методом тыка было у меня какое-то желание скачать. И одно из первых альбомов я оттуда скачал, это альбом группы Muse. И зашел, в общем, очень, видите, интерфейс такой достаточно понятный, Pro Studio Master. Здесь можно видеть все альбомы, здесь можно видеть синглы к альбомам, а также внизу есть распределение того, каким образом и как эта музыка распределена. То есть это сейл, ну, это понятно, это все эти скидки на музыку, скидки на эти альбомы, здесь их куча, да, топ-100, это то есть люди скачивают, и таким образом можно посмотреть, что они скачивают отсюда, и посмотреть. Но каким же образом ты будешь знать, хорошая музыка это или нет? А очень просто, ты находишь этот альбом, допустим, какой-то альбом ты нашел, нажимаешь по этому альбому, ты видишь там вот эту вот музыку, и ты можешь некоторое время даже вот нажать и прослушать ее. То есть я не буду сейчас это вам демонстрировать, большое количество треков, потому что тогда YouTube, к сожалению, заблокирует мой вот этот вот обзорный канал. Поверьте, я также, теперь сбоку я щелкаю, и все это исчезает. Поверьте, никто мне не просил рекламировать этот сервис, я сам это просто решил для того, чтобы поделиться с вами своим опытом, так как канал называется «Просто о сложном». Кстати, вы не забыли на него подписаться и поставить лайк? Потому что это помогает мне видеть, что то, что я делаю, это не зря. То, что я делаю, это для людей очень важно. Теперь следующее, что в этой сайте есть. Кроме всего прочего, вы можете выбрать с помощью поиска. Также вы можете выбрать, вот, допустим, я беру рок, все, что там последнее, ну, допустим, Scorpions, тот же самый. Нажимаем и видим, что есть от Scorpions, да. Это синглы. Если я нажму альбомы, то же самое будет. То есть я нажму рок, я увижу альбом, я нажму и увижу все композиции, которые есть в этом альбоме. Могу прослушать каждую из этих композиций. То есть то это или не то, что я хочу. Единственное, что для меня очень странно, почему они не позволяют здесь скачивать по одной песне, допустим. Ну, я коллекционирую полностью дисками, и мне интересно знать, где эта песня была какой-то группы, и я скачиваю всегда весь диск. Но вдруг есть люди, которым хотелось бы скачать и купить только один сингл или одну песню из какого-то диска, и были бы они от этого счастливы. Почему? Потому что, ну, не всегда хочется, наверное, всем платить за весь диск. Если было бы такое, наверное, это было бы очень неплохо. Также, когда вы смотрите на то, что вот вы выбрали, вы можете выбрать, в каком формате скачивать. Это будет и AFF, FLAC и MHQ, к примеру, это если мы выбрали здесь. Также вы можете выбрать именно по самому качеству. Допустим, вы вдруг захотели скачать только DSD. Тут тоже это есть. Вы называете на DSD. Здесь появляются все эти диски, которые на этом ресурсе загружены в виде DSD файлов. Я вам честно скажу, поначалу я как немножко скептически относился. Я скачал первый диск Muse и просто очень остался довольным тем, что это действительно DSD, это действительно не сжатый файл, достаточно большого очень объема, то есть интернет должен быть у вас достаточно хороший. Вы знаете, что вся музыка не скачанная занимает достаточно много места. У меня есть в коллекции диски, которые скачанные занимают место один диск по 5 гигов и больше.
И это почему? Потому что она вот так и называется, она не сжатая. И поверьте мне, я не скачиваю не только из-за уважения к музыкантам, не пирачу эту музыку, а скачиваю, допустим, с этого ресурса. Или сам оцифровываю то, что у меня есть дома, допустим, винил. А я не скачиваю тоже из-за того, что скачивая с каких-то пиратских ресурсов, поверьте мне, очень трудно найти, действительно, я так думаю, DSD. Люди в основном слушают оттуда какие-то MP3, переименованные под несжатые файлы. А по-настоящему я у людей спрашивал просто, да, я тоже слушаю DSD. Ну покажи мне флаг или DSD, сколько он занимает. И он мне показывает, там диск занимает буквально мегабайт. Я говорю, ребят, такого быть не может. Если альбом не сжат, он действительно не сжат, и он очень большого объема. Получалось так, и как я вам скажу, коротко, как я пришел к этому вообще. То есть я, когда послушал первый раз несжатый файл на хорошем моем плеере Aston Kern, через хорошие наушники Focal, я просто обалдел от некоторых мелодий, которые я слушал раньше, и я такой подумал, блин, совершенно другая музыка. Я понял, насколько много мы теряем, когда мы слушаем музыку в формате MP3. Конечно, не все, наверное, такие фанаты музыки, как я, не всем захочется скачивать и пользоваться такими вот ресурсами и платить деньги. Притом, если вы посмотрите, не очень они тут дешевые, естественно. Ну, все диски не очень дешевые. Я скажу вам больше. Я очень часто с женой покупаю виниловые пластинки. В виниловых пластинках они очень часто сейчас ложат такие маленькие лейбочки с наименованием сайта и ресурса, откуда можно скачать цифровую копию. К сожалению, только один раз, это, кажется, был один из дисков Металлики, я нашел, что там можно скачать диск не в MP3, а в хорошем несжатом формате. В основном, даже когда ты покупаешь винил, к сожалению, ложат такие вот эти вот стикеры, и ты смотришь, а там MP3. MP3 я не скачиваю. MP3 это не для меня. То есть, если ты имеешь хорошую аппаратуру дома, если ты имеешь хороший плеер, хорошие колонки, даже когда я вожу с собой, недавно я вам о них рассказывал, Benson Olufsen колонки, музыка, качество музыки должно быть соответственное, и ты получаешь от нее большое удовольствие. Что еще можно сказать об этом канале? У него есть некоторые особенности у этого канала. То есть, я вам расскажу, как это случилось первый раз. Я зашел сюда, зарегистрировался, посмотрел, что музыку можно покупать с помощью PayPal. Для меня это очень важно, потому что в сети, в интернете очень много мошенников, а когда ты имеешь PayPal, то есть шанс, что твои ресурсы вернутся назад. Кстати, пару раз нам это с женой помогало. И действительно деньги возвращались назад. Здесь же я посмотрел, ага, PayPal есть, уже хорошо. Ну и думаю, как? Сейчас я зайду, нажму на кого-то, там, вобью, допустим, ну, я не знаю, там, Iron Maiden, не знаю, Iron Maiden. Да, вот, смотрите, какое количество моего любимого Iron Maiden есть здесь, на вот этом вот чудесном канале. И я такой, ну ладно, сейчас я открою диск, посмотрю, флаг вот, допустим, стоит там 20, я не хочу флаг, я возьму MHQ, buy альбом. Ну, я вам сейчас не показываю покупать, потому что у меня уже все эти альбомы есть купленные, все они в плеере. И думаю, сейчас я его куплю, и тут же мне откроется там линк на скачивание, и я начну это скачивать. Думаю, вот классно. Оплачиваю альбом, а линка нету. Я такой, блин, снова меня обманули. Не снова, а вообще обманули. А потом посмотрел. Здесь есть вкладка Download. Думаю, о, наверное, там. Пошел туда. Тут что-то инсталл. Думаю, блин, наверное, какая-нибудь снова попал на какую-то рекламу на мошенников. Что я должен инсталлировать? Я вообще противился. И не хотел этого делать. Потом стал смотреть. Download Manager. Ладно. Рискнул. Скачал Download Manager. Сейчас покажу, как он выглядит. Он у меня загрузился в виде
Excel файла. Менеджер. Сразу скажу, что это download менеджер только для вот этой вот этого ресурса. На этом ресурсе я, естественно, имею аккаунт, вон, Hello Vadims. Когда я скачал, я инсталлировал программку. Ну, инсталляция достаточно простая. Next, инсталлировал и все. И эта программа уже сама, инсталляция, заинсталлированная, снова попросила меня войти в тот же аккаунт, который на Pro Studio Master. И, о чудо, моя вся скачанная музыка появилась сразу же вот здесь. Она появилась кнопка скачивания треков по одному треку, по всем трекам, по сколько хочешь трекам. Но если купил весь диск, скачиваешь, естественно, весь трек. Все. Потом ты смотришь там, где у тебя show download files, он покажет, куда у тебя это все загрузилось. И все. И когда они у тебя загрузились, после этого ты их копируешь, допустим, на свою карточку, SD-карточку, на свою USB или куда ты хочешь скопировать. Потом ты ее обработаешь для того, чтобы там были правильные там картинки, допустим. А в основном, кстати, скачивается с картинками. В основном все скачивается с названиями, полностью со всеми тегами. Очень-очень корректно. То есть вот как есть, как тебе надо на плеере, так и скачивается. И потом я стал прослушивать, ну, прекрасное качество. И тем более, если у вас плеер, естественно, класса high-end, и наушники тоже high-endовские, хорошего класса, от музыки вы, от любой, которая скачана здесь, останетесь в очень большом восторге. Также вы можете посмотреть на этом сайте, я также забыл вам показать, что вы покупали, чтобы не осталось, как бы сказать, впустую. Я вам покажу, что я покупал на этом сайте View Complete Purchase History. Вот. И можно посмотреть, какие диски я в последнее время покупал. И я вам скажу так, нажав на вот эту кнопку Download Purchase Music, я ничего сейчас не получу. Я вам скажу как и почему. Сразу же скажу, если вы пойдете туда и найдете свою любимую музыку, вы ее сможете скачать только один раз. Вы заплатили за один диск, вы скачали один раз. После того, как она у вас скачана, как вы будете распоряжаться, это уже ваш вопрос. Я так понимаю, что так как вы ее скачали, может кто-то знает, может кто-то не знает, но скачивая музыку, вы ее не приобретаете, где бы вы это ни брали. Вы ее как бы арендуете. Вы не получаете права на эту музыку. Вы получаете просто права на ее прослушивание совершенно легальное. Притом, как вы знаете, есть разные типы прав. Вы можете ее прослушивать сами, к примеру, но не можете ставить как диджей где-то без согласия автора. Также вы не можете эту музыку, допустим, ставить там в кафе или где-то. Это тоже должно быть обязательно согласовано, и вы должны платить какие-то деньги этим певцам и музыкантам. То есть вот так. Как вы дальше будете распоряжаться музыкой, я уже не буду вас учить, это по вашему усмотрению. Я только вам показываю, где это можно взять и как это можно нормально загрузить, и как можно найти музыку, и как действительно потом сказать, у меня вот плеер, там куча цифровой музыки, и вся эта музыка честно приобретена, и вы ее честно слушаете. Поверьте мне, это очень большая разница, если вы слушаете вот такую музыку, или вы слушаете музыку со стримингового сервиса, или просто с YouTube, или какой-то там MP3, даже если он там в битрейте 338. Я уже о низких не говорю. Все равно вы увидите, точнее услышите разницу. Давайте сделаем вывод по этому видео, по этому каналу короткое. И там вы сами решите, что вам делать, пользоваться этим сервисом или нет. Хочу сделать вывод по вот этому видео, короткому. Ну, мне хотелось поделиться с вами своим опытом. На этом канале мы так и делаем. То есть я имею плеер,
Я имею наушники, откуда там берется музыка. Вот я вам показал, откуда там берется музыка. Откуда я ее загружаю на карточку, я ее покупаю, или я ее оцифровываю со своих виниловых пластинок. О том, какая аппаратура дома, кстати, и на каком виниловом проигрывателе или на какой аппаратуре я слушаю, это будет тоже в будущих моих обзорах. Супруга мне тоже поможет это сделать, как она и помогает сейчас тоже. Я расскажу вам, на каком виниловом проигрывателе мы слушаем нашу коллекцию виниловых пластинок, немножко про нее тоже расскажу. Через какие колонки, через какой усилитель мы это тоже слушаем, это я вам также покажу. Но сейчас не об этом, а об этом сервисе. Это, будем так говорить, на совести каждого. Если вы хотите, вы можете по вашему усмотрению брать музыку с непонятных сервисов, слушать на непонятных девайсах и потом рассуждать непонятно об этой музыке. Если вы же такой же большой поклонник музыки, как и я, всю жизнь, если вы слушаете только качественную музыку, а не абы какую, я призываю вас именно скачивать и брать музыку вот с таких сервисов. Тогда это не то, что, как говорят, карма у вас будет чистая, что вы ничего не своровали, а также это будет для вас очень хорошее ощущение. Я вам скажу даже больше. Видео, которое, допустим, я где-то смотрю, я бы тоже с удовольствием всегда вот с такого сервиса именно скачивал и смотрел дома, когда, допустим, нету интернета. Но тут история умалчивает, и поэтому смотришь, как смотришь. То есть, если можешь смотреть, смотришь с Ютуба или смотришь с каких-то других сервисов. Я не поддерживаю пиратство, я не поддерживаю тех, которые воруют музыку, потому что я люблю музыку, я уважаю музыкантов. Никто мне не платил за эту пропаганду, как вы, наверное, подумаете. Это лично мое убеждение. И больше мне рассказать об этом нечего. Спасибо за то, что вы смотрели этот выпуск. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч.